Всем привет! Вы на канале Вернита Вязание, и я снова к вам с игрушкой. В данном мастер-классе я расскажу, как связать мишку из буклированной пряжи спицами, и также расскажу, как связать данную жилетку. В сидячем положении мишка примерно 19 сантиметров. Со спины он выглядит так, у него даже есть хвостик, так он выглядит спереди. Не будем тянуть и приступим к вязанию. Для игрушки нам понадобится два вида пряжи. Основная пряжа это идет буклированная. Я использую пряжу от Knitting Club, цвет номер 3 бежевый, в 200 грамм 700 метров. Можно такую же использовать, либо другую буклированную пряжу. Второй вид пряжи это Alize Baby Softy. Цвет у меня идет 310, и к этой пряже я еще добавила дополнительно тонкую хлопковую нитку, подходящую под цвет. Хочу, чтобы у меня вязание было более плотное. Также нам понадобится наполнитель. Я использую вот такой вот шариками. Далее носик. Ширину у меня здесь 1,5 сантиметра. И глаза 8 миллиметров. Также нам понадобятся спицы чулочные 2 миллиметра. Приступим к вязанию игрушки. Вяжем голову, берем пряжу Alize Baby Softy и набираем на 3 спицы 6 петель, распределив по 2 петли на каждую спицу. Раз, два. Берем вторую спицу. Раз, два. Берем третью. В нее тоже набираем 2 петли. Раз, два. Завязываем здесь узелок. Соединяем спицы в круг и вяжем первый ряд 6 петель лицевыми. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Далее вяжем второй ряд, делая прибавки. Провязывая следующим образом. Первая петля лицевая, дальше прибавка. Снова лицевая, прибавка. И так чередуем. Лицевая, прибавка. Лицевая. Прибавку я делаю вот таким вот образом. Накидываю колечко. Все, прибавили. Следующая лицевая. Делаем прибавку. Переходим на вторую спицу. Лицевая. Прибавка. Лицевая. Прибавка. Переходим на третью спицу. Лицевая. Прибавка. Лицевая. И прибавка. На спицах у нас всего 12 петель, и следующий третий ряд мы вяжем просто лицевыми 12 петель. Там, где у нас была прибавка, я ее провязываю за заднюю стенку. И так до конца ряда провязываем 12 петель. Четвертый ряд будем снова делать прибавки, провязывая следующим образом. Вяжем 2 лицевые лицевыми, прибавка, 2 лицевые, прибавка. И так чередуем. Итак, вяжем 1, 2, 2 лицевые, делаем прибавку, 2 лицевые, 1, 2, прибавка. И так делаем на второй, на третьей спице до конца ряда. Общее число петель станет 18, и вяжем пятый ряд 18 петель просто лицевыми провязываем без прибавок. Раз,
4, 5, 6. И так вяжем на второй и третьей спице до конца ряда. В следующем шестом ряду будем делать снова прибавки, провязывая следующим образом: 3 петли лицевые, прибавка, 3 лицевые, прибавка. И так чередуем до конца ряда. 3 лицевые, 1, 2, 3, прибавка, снова 3 лицевые, 1, 2, 3, прибавка. И также делаем на второй и третьей спице до конца ряда. Должно получиться 24 петли. Следующий 7 и 8 ряд провязываем без прибавок, просто лицевыми. 9 ряд делаем прибавки, провязывая 4 лицевые, прибавка, 4 лицевые, прибавка. И так чередуем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, прибавка. И последний 10 ряд из этой пряжи мы провязываем 30 петель просто лицевыми. Далее переходим на пряжу из букле. Я здесь ее уже привязала. И вяжем первый ряд из букле с прибавками. Таким образом, 2 петли лицевые провязываем, прибавка, 2 лицевые, прибавка. И так чередуем до конца ряда. 2 лицевые, 1, 2. Делаем также прибавку. Снова 2 лицевые, 1, 2, прибавка. И так до конца ряда. Теперь на спицах у нас 45 петель. Следующий второй и третий ряд мы провязываем без прибавок, просто лицевыми. Там, где у нас была прибавка, я ее провязываю также за заднюю стенку. Итак, мы вяжем лицевыми до конца ряда, второй и третий ряд. В четвертом ряду также будем делать прибавки, как и в первом, провязывая 2 лицевые, 1 прибавка, 2 лицевые, 1 прибавка. И так чередуя, провязываем до конца ряда. 2 лицевые, прибавка, 2 лицевые, прибавка. В конце третьей спицы, когда будет у вас последняя прибавка, на спице останется 1 петля. Ее провязываем просто лицевой. После 4 ряда на спицах будет общее количество 67 петель. И следующие 4 ряда, то есть 5, 6, 7 и 8, мы вяжем по кругу без прибавок, просто лицевыми. Далее 9 ряд мы снова делаем прибавки следующим образом. Провязываем 5 лицевых, прибавка, 5 лицевых, прибавка. И так чередуем до конца ряда. В конце ряда после последней прибавки останется 2 петли. Их нужно провязать просто лицевыми. Общее количество петель будет 80. Далее после 9 ряда следующие 5 рядов мы вяжем просто лицевыми без прибавок. Итак, я провязала 5 рядов лицевыми. Следующий 15 ряд будем делать убавки. Убавки будем делать следующим образом. Провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 2 вместе лицевой делаем убавку. Я вяжу за заднюю стенку. И так чередуем. 5 лицевых, 2 вместе лицевой. Итак, провязываем до конца ряда. В конце может остаться несколько петель, их просто провязываем лицевыми. Следующий 16 ряд вяжем без убавок лицевыми. В 17 ряду снова будем делать убавки следующим образом. Провязываем 4 лицевые, далее 2 вместе лицевой. И так чередуем. 4 лицевые, 2 вместе лицевой. 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой.
Итак, продолжаем чередовать до конца ряда. В конце может остаться несколько петель, их провязываем просто лицевыми. Следующий 18 и 19 ряд мы провязываем без убавок, просто лицевыми. В 20 ряду снова будем делать убавки. Следующим образом провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой. И так чередуем 3 лицевые, 2 вместе лицевой. Снова 3 лицевые и 2 вместе лицевой. И так продолжаем до конца ряда. Вот так постепенно у нас уже убавляется. И следующий 21 ряд мы вяжем снова просто лицевыми без убавок. Следующий 22 ряд будем делать убавки, провязывая 3 лицевые, далее 2 вместе лицевой. И так чередуем. 3 лицевые, 2 вместе лицевой. Снова 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой. И так провязываем до конца ряда. Следующие 23 и 24 ряды мы провязываем просто лицевыми. 25 ряд снова делаем убавки. Следующим образом провязываем 2 лицевые, далее 2 вместе лицевой. И так чередуем. 2 лицевые, 2 вместе лицевой. И так до конца ряда. 26 ряд провязываем лицевыми. 27 ряд. В 27 ряду будем делать последние убавки, провязывая 1 лицевую, 2 вместе лицевой. И так чередуем. 1 лицевая, 2 вместе лицевой. И так до конца ряда. После 27 ряда убавок следующий и последний ряд вяжем 28 просто лицевыми. На спицах осталось 20 петель. Далее оставляем небольшой конец ниточки и отрезаем ее. Примерно сантиметров 10-15. И теперь нам нужно петли со спиц переснять на эту нитку, чтобы потом в дальнейшем это утянуть. Переснимайте вот таким образом, как бы провязываем лицевой и вытягиваем. И петельку снимаем. Провязываем как лицевую, протягиваем, снимаем. И так со всеми петельками делаем. Итак, все петли я пересняла. Затягивать пока их не нужно. Вывернем нашу заготовку на изнаночную сторону. И там, где у нас было начало, тут небольшое отверстие. При помощи крючка, если у вас осталась вот такая ниточка от наборного края, то при помощи крючка нужно как бы по кругу пройтись вот так вот и утянуть это отверстие, чтобы его у нас не было. Если у вас нет не осталось такого конца от наборного края, то нужно привязать хотя бы ниточку и тоже так же обойти и подзатянуть, чтобы у нас не было отверстия здесь. И в конце сделать узелок. Теперь выворачиваем обратно это все на лицевую сторону. И будем формировать мордочку нашему мишке. Для этого нужно взять нос. Сначала мы его присоединим. Значит, его нужно не сюда, не где у нас начало, да, а повыше. Вот как бы отступая, здесь примерно, наверное, сантиметр. И вот сюда мы его просовываем. То есть вот чуть выше середины. Вот сюда. Итак, я прикрепила носик. Далее нужно взять иголку с ниткой, подходящей по цвету, закрепить ее с изнаночной стороны и стежками пройтись по краю, где у нас граница между одной пряжей и другой. Просто вот такими вот стежками. Для дальнейшей утяжки нашей мордочки.
Все, прошлись. Сейчас эту часть не нужно утягивать. Сначала набейте наполнителем, а потом не сильно затяните нить и закрепите. Далее я вставила глаза. Расстояние между глазами у меня примерно 3 сантиметра. Их нужно ставить чуть повыше, там, где у нас переходит одна пряжа в другую, с одной стороны и с другой стороны. И дальше набить голову наполнителем, и там, где у нас были собраны петельки на ниточку, эту ниточку нужно будет затянуть и спрятать вовнутрь. То есть вот такая голова у нас получается. Дальше мы будем формировать с вами саму мордочку. Для этого нужно взять коричневую нить, вставляем нить в иголку и иголочку вставляем сзади головы и иголку выводим под носиком. С этой стороны нужно немножко ниточки оставить. Я вот не совсем в центр попала, сейчас вот сюда вот я выведу ее. Вот, под носиком у нас она прям вот. И теперь нужно сделать полосочку, стежок вниз. Не до самого конца, примерно вот чуть ниже середины. Стараться ровно, вот приложим, чтобы у нас ровно был стежок. И вот сюда вставляем иголку и выводим снова под носиком. Все, вот такой стежочек мы сделали. Смотрим, чтобы он был ровный. Можно второй раз сделать, но я не буду. У меня достаточно толстая нить. Выводим стежочек немножко в сторону, вот сюда, рядышком. И делаем горизонтальный такой стежок. Примерно такое же расстояние. И выводим его в начало. Так вот. И далее берем иголку, вставляем сзади головы и выводим ее. Сильно не затягиваем. Все, ниточку можно здесь будет обрезать. Далее под глазами нам нужно будет сделать белые ободочки. Для этого я беру белую нить. У меня идет Анна. Вы можете взять такую же, либо любую белую нить. Вот. И вставляем снова мы сзади иголку. Под глазом выводим. Сбоку даже можно так сказать. Здесь оставляем небольшой конец. И делаем такой стежочек под глазик. То есть иголку вставляем под сам глаз. И выводим ко второму глазу. Тоже под глаз. И подтягиваем. Не сильно утягиваем. Вот такой должен быть ободочек. И с этой стороны также делаем. То есть делаем вот такую дугу сбоку глаза. И выводим ко второму глазику. Все, подтянули. Вот такой ободочек с этой стороны получился, такой с этой. Можно сделать 2 раза, чтобы посильнее было. Я, наверное, так и сделаю. Еще раз пройдусь. То есть вставляем иголку под глазик один и выводим под другой. И здесь также. Все, вот такие глазки у нас получились. Заодно мы немножко их подстянули. И все, теперь ниточку нужно вывести вот сюда, примерно на сантиметр выше. И треугольничком мы сейчас еще немножко сформируем нашу мордочку. Иголочку вставляем выше глазика и выводим под вот сюда вниз, под мордочку нашу, в середину. Вот я его вывела. И чуть-чуть подтянула. Не сильно.
вставляем опять вот сюда в середину и выводим над другим глазом, чуть выше, примерно на сантиметр-полтора. И также подзатягиваем и снова ее возвращаем вниз сюда. И немножечко подутягиваем, не сильно. И вставляем иголку и выводим сзади. Все, здесь ее можно обрезать. И еще для большей выразительности я решила добавить один элемент. Это бровь вот такой вот. Одну я уже сделала. И как ее я делала, покажу на второй. Нужно взять нитку с иголкой, подобрать ниточку под цвет, вставляем ее сзади и выводим над нашим глазом. Вот, вывели нашу ниточку. И теперь нужно зацепить вот так вот. Вот такой порожек как бы сделать. И теперь при помощи иголки и нитки прошить здесь. И таким образом у нас сформируется бровь. Прошиваем вот такими стежками. Мы ее таким образом зафиксируем. И тогда у нас мордочка будет более выразительная. Все, вот так мы прошлись и закрепляем нашу нить, закрепляем узелком. Далее выводим иголку сзади. И здесь ее уже обрезаем. Вот такой выразительный мишка у нас уже получается. Теперь приступим к вязанию ушек. Будем вязать уши из основной пряжи буклированной. Я ее здесь уже закрепила. Сейчас я вам скажу примерно сколько сантиметров от брови. 2,5 сантиметра. Вот отступаем. И здесь привязываем ниточку. Берем крючок или при помощи спицы. По вот этой дуге нам нужно набрать 9 петель. И потом переснять на спицу. Я при помощи крючка сейчас наберу. Последняя 9. Все, мы ее набрали и теперь переснимем на спицу. Так, все пересняли на спицу, переворачиваем и вяжем первый ряд изнаночными. Первый мы снимаем. И остальные провязываем изнаночными. То есть с изнаночной стороны, с задней стороны мы провязываем изнаночными. С лицевой стороны будем лицевыми. Так, переворачиваем на лицевую сторону и провязываем ряд лицевых. Первый снимаем. И вяжем петельки лицевыми. Последнюю тоже провязываем лицевой. Переворачиваем снова
на изнаночную сторону, и здесь провязываем также ряд изнаночным. Первый снимаем и вяжем изнаночными. Переходим на лицевую сторону, и в этом лицевом ряду мы уже будем делать убавки. Первую мы снимаем, дальше провязываем 2 вместе лицевой. Следующий вяжем лицевая, еще раз лицевая, 3 лицевые провязываем. И дальше вяжем 2 вместе лицевой за передние стенки. И последнее провязываем лицевой. Переворачиваем на изнаночную сторону, и здесь ряд провязываем просто изнаночным, без убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Переворачиваем на лицевую сторону. И оставшиеся петли закрываем любым способом. Дальше вяжем второе ушко аналогично, и на нем я покажу, как их закруглить. Я связала второе ухо, здесь закрыла петельки, осталась у меня последняя петля, я тоже затянула. И теперь с этой стороны нужно будет сделать обмотку, так же как на этом ушке, только у этого ушка будет с внешней стороны обводка, здесь получается как бы с внутренней. Берем крючок, вот, и обматываем. Последний сейчас вставляем. И также его подтягиваем, как бы закругляем. Все, здесь узелком затягиваем, делаем узелок. И при помощи крючка также убираем эту ниточку вовнутрь и вот эту. То есть вот таких 2 ушка у нас получилось. Теперь у нас получилась полноценная мордочка мишки. Теперь мы приступим к вывязыванию туловища. Для туловища на 3 спицы нужно набрать 18 петель, по 6 петель на каждую. Итак, набираем 2, 3, 4, 5, 6. На вторую 6 набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И на третью набираем 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Завязываем узел. Соединяем вязание в круг и вяжем по кругу просто лицевыми. Итак, провязываем до конца ряда, и нужно связать 5 рядов лицевыми. После того, как провяжете 5 рядов лицевыми, в следующем 6-м ряду будем делать прибавки. Следующим образом провязываем 2 петли лицевые, прибавка, снова 2 петли лицевые, прибавка. И так чередуем до конца ряда. Далее, после 6-го ряда провязываем 5 рядов лицевыми без прибавок. Итак, я провязала еще 5 рядов лицевыми, закончила 11 рядом. В следующем 12 ряду мы будем делать прибавки. Итак, провязываем сначала петли первой спицы. На первой спице у нас 9 петель. Провязываем их лицевыми. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переходим на вторую спицу и на второй спице будем делать прибавку через одну петлю. Одна петля лицевая, прибавляем, лицевая, прибавляем, следующая снова лицевая, прибавляем. И последняя лицевая и прибавка у нас идет. Переходим на третью спицу и здесь 9 петель также провязываем, как и с первой спицы, просто лицевыми, без прибавки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, довязали ряд до конца, и после 12 ряда вяжем 10 рядов лицевыми без прибавок. Итак, я провязала 10 рядов лицевыми. Далее в следующем ряду будем делать снова прибавки по такой же схеме, как мы до этого прибавляли. Провязываем 9 петель первой спицы просто лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Переходим на вторую спицу и делаем прибавки через одну петлю. Одна петля лицевая, прибавка. И так чередуем. Лицевая, прибавка, лицевая, прибавка. И так провязываем до конца второй спицы, заканчивая прибавкой. После переходим на третью спицу и провязываем 9 петель лицевыми, без прибавок. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Далее продолжаем вязать лицевыми 10 рядов без прибавок. Итак, я провязала 10 рядов лицевыми. Следующий ряд будем делать убавки. Для начала провяжем 9 петель первой спицы лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. После 9 петель переходим на среднюю часть, вот где у нас были прибавки, и вначале делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой. Остальные петли мы вяжем лицевыми, не довязывая последних 2 петель вот этой средней части. Просто лицевыми провязываем. Провязываем их все лицевыми. Итак, вот я дошла до 2 последних петель. Их тоже провязываем 2 вместе лицевой. То есть мы делаем убавки в средней части с 2 сторон по одной петле. Убавляем. Далее переходим на третью спицу и здесь провязываем лицевыми 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот мы провязали ряд с убавкой. И такой ряд нужно еще повторить 8 раз, то есть связать 8 рядов с убавками, делая в каждом ряду убавки с 2 сторон в средней части по одной петле. Итак, вот я провязала еще 8 рядов убавок. На центральной спице у нас осталось 18 петель.
На боковых 1 и 3 спицы по 9 петель. Общее количество 36 петель. Далее мы вяжем лицевыми без убавок 6 рядов. После того, как свяжете 6 рядов лицевыми, будем вязать последний ряд. Последний ряд будем вязать с убавками через одну петлю. Одна петля лицевая. Дальше провязываем 2 вместе лицевой. И чередуем. Лицевая, 2 вместе. И так провязываем до конца ряда. Далее отрезаем ниточку, оставляя небольшой конец. И переснимаем петли на эту ниточку. Провязываем как лицевой и вытягиваем. Петлю снимаем. Провязываем как лицевую и протягиваем. И снимаем. И так до конца ряда переснимаем все петли на данную нитку. Итак, вот я пересняла все петли на ниточку. И теперь постепенно, потихонечку мы утягиваем наше туловище, чтобы не было отверстия. И здесь делаем узел. Делаем осторожно, чтобы не порвалась у нас нитка. Можно еще раз сделать узелок. Всю ниточку можно обрезать и спрятать вовнутрь. Вот такое туловище должно получиться. И теперь его нужно набить наполнителем через верхнее отверстие. При набивании туловища старайтесь сразу придавать ему грушевидную форму. То есть низ у нас должен быть такой покруглее, а верх поуже. Сильно его как шар не набиваем. То есть формируем примерно грушевидное такое туловище. Далее нужно присоединить сюда нить, подходящую по цвету. И после того, как все вы сформировали туловище, мы проходим стежками по краю. Я вот уже нитку присоединила. Проходим по кругу, по краю, чтобы стянуть в дальнейшем наше туловище. Все, вот я дошла до конца и утягиваем. Здесь делаем узелок. Теперь наше туловище готово. Далее приступим к вывязыванию лапок. Вяжем нижние лапы. На 3 спицы нужно набрать 18 петель, по 6 петель на каждую, и соединить вязание в круг и вязать по кругу лицевыми петлями. И связать нужно по кругу 20 рядов лицевых. Итак, я провязала 20 рядов лицевых. И теперь мы будем в следующем ряду делать прибавки. Провязываем петли первой спицы. Здесь у нас их 6 штук лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим на вторую спицу. И на второй спице делать будем прибавки через одну, провязывая одну лицевую и делаем прибавку. Лицевая, прибавка. Снова лицевая, прибавили, лицевая, прибавили, лицевая, прибавили, лицевая. И последняя прибавка. Переходим на третью спицу и провязываем все петли до конца лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее нужно провязать 5 рядов лицевыми. Итак, я провязала еще 5 рядов лицевыми. Далее буклированную нить нужно будет обрезать и привязать уже второй вид пряжи, из которого мы вязали носик. И этой пряжей будем продолжать вязание. И сейчас нам нужно связать 2 ряда лицевых другой пряжей.
без убавок и прибавок. Далее, после 2 рядов лицевыми, будем в следующем ряду делать убавки через 2 петли. 2 петли провязываем лицевыми, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, 2 вместе лицевой. И так чередуем до конца ряда. 2 лицевые, 2 вместе, лицевой. Снова 2 лицевые. Переходим на другую спицу. 2 вместе лицевой. И так продолжаем до конца ряда. Следующий ряд провязываем лицевыми. До конца ряда. И теперь вяжем последний ряд с убавками через 1 петлю. 1 петля лицевая, 2 вместе, лицевая, 2 вместе, лицевая, 2 вместе, лицевой, лицевая. И так чередуя провязываем до конца ряда. Я довязала ряд до конца. Далее нужно будет оставить небольшой конец и обрезать нить, и переснять все петли, которые у нас остались, на эту нить. И в дальнейшем потом мы затянем. Провязываем как лицевую и снимаем. Как лицевую и снимаем. И так переснимаем все петли. Далее затягиваем наши петли и делаем здесь узел. При помощи крючка убираем нить вовнутрь. И вот такая лапка у нас получилась. Ее нужно набить теперь наполнителем. Итак, я наполнила лапку нашему мишки. И старайтесь при набивании наполнителем сразу формировать вот так вот стопу. Сильно шариком не набиваем, и верхнюю часть тоже сильно много наполнителя не нужно. То есть вот такого плана должна у вас получиться лапка. Вторая вяжется аналогично, и аналогично также набивается. Вяжем верхние лапки. На 3 спицы нужно набрать 15 петель, по 5 петель на каждую, соединить вязание в круг и вязать по кругу 20 рядов лицевыми. И так до конца ряда провязываем 20 рядов. Я провязала 20 рядов лицевыми. В следующем ряду мы будем делать прибавки через 1 петлю. 1 петля лицевая у нас идет и прибавка. Лицевая, прибавка. И так чередуем и провязываем до конца ряда. После того, как провяжете ряд с прибавками до конца, следующие 5 рядов вяжем лицевыми. Я провязала еще 5 рядов лицевыми. Следующий ряд будем делать убавки. Убавки будем делать, провязывая 3 лицевые лицевыми, далее 2 вместе лицевой. И так чередуем до конца ряда. 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой. Следующий ряд провязываем лицевыми. Я провязала еще ряд лицевыми, и теперь будем вязать последний ряд с убавками. 1 петлю провязываем лицевой, дальше делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой, снова лицевая, далее 2 вместе лицевой. И так чередуем до конца ряда. Лицевая, 2 вместе. Далее отрезаем нить, оставляя небольшой конец. И переснимаем на эту нить оставшиеся петли, провязывая как лицевую и снимаем. И так проделываем со всеми петлями. Далее утягиваем наши петли, чтобы не было дырочки, и делаем узелок. При помощи крючка убираем нить вовнутрь. Вот такая лапка у нас получилась. Вторая вяжется аналогично. И теперь ее нужно наполнить наполнителем.
Приступим к вязанию хвостика. Хвостик я решила вязать из Alize Baby Soft, из которого мы вязали носик. И вязать мы будем на 2 спицах поворотными рядами. Сейчас нам нужно на спице набрать 10 петель. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Завязываем в конце и вяжем лицевыми первый ряд. Далее поворачиваем на изнаночную сторону и с изнаночной стороны провязываем изнаночными. И таким образом провязываем ряды, вывязывая полотно. И нужно нам провязать всего 10 рядов, то есть чтобы у нас получился квадрат. Снова переходим на лицевую сторону. В лицевых вяжем лицевыми, в изнаночных изнаночными. Я провязала 10 рядов, закончила изнаночным. Далее нужно будет отрезать нить, примерно оставить сантиметров 10-15. И переснимем вот эти петли на нить, провязывая как лицевой и снимаем. Итак, я пересняла все петли на ниточку. Дальше при помощи крючка нам нужно вокруг обойти этой ниточкой наш квадрат по краю. То есть я вставляю крючок и протягиваю нить. Итак, я дошла до начала, где мы переснимали первую петлю. И теперь мы стягиваем наш квадрат. Постепенно, потихонечку утягиваем, чтобы получился у нас круг. Оставляем небольшое отверстие. Сюда нужно немножко будет добавить наполнителя, чтобы более объемный он получился. И дальше потом до конца его стянем. Так, я заполнила хвостик наполнителем. И теперь уже до конца мы его стягиваем, чтобы не было у нас отверстия. Вот такой круглый получается. Делаем узелок. И ниточку можно будет спрятать вовнутрь, обрезать. Вот такой круглый хвостик должен получиться. Итак, все детальки у нашего мишки связаны. Осталось теперь их пришить. Начнем сначала с головы и туловища. Берем туловище и голову. Находим, где у нас передняя часть туловища. Приставляем голову и фиксируем спицами. Все. Смотрим, чтобы было ровно. Теперь берем иголку с ниткой, нитку подходящую под цвет подбираем и пришиваем стежками нашу голову к туловищу. Сначала мы нить закрепляем. Все, закрепили и стежками пришиваем. Сначала захватываем голову, потом туловище. Снова голова, туловище. Голова, туловище. И так по кругу мы ее пришиваем. Дошла до конца.
Голова у меня пришилась ровно, но она немножко пошатывается, и поэтому нужно сделать еще один круг, провязать стежками. То есть я ее чуть-чуть хочу посильнее пришить. Вы смотрите сами. Если у вас с первого раза она достаточно плотно сидит, не шатается, то и достаточно одного раза. Далее приступим к пришиванию верхних лапок. Также при помощи спиц нужно их зафиксировать. То есть вы поставили, в какое положение вам нравится. Я вот, скорее всего, буду делать так, чтобы они немножко у меня смотрели вперед. Фиксирую я одной спицей и второй спицей, чтобы не нарушилась симметрия. И при помощи иголки конец лапы я пришиваю к туловищу. Итак, я перешла уже на вторую лапу. Первую я пришила. Я прошлась по краю. И чтобы ее посильнее закрепить, еще прошлась стежками по этой части и по нижней части. Потому что если проходить только по одному краю, то она вот так вот будет болтаться. То есть ее нужно зафиксировать большими стежками. Итак, теперь нам осталось пришить нижние лапки. Я вот уже расположила так, как хочу, чтобы они у него были. Теперь нужно зафиксировать также при помощи спицы наши лапы, чтобы они не съехали. Все, я зафиксировала, переворачиваю, смотрю, ровно они у меня, ровно. И теперь при помощи иголки я также прохожусь, как по верхним лапкам, то есть снизу, чуть-чуть по бокам. И в серединке тоже надо будет закрепить. Все, лапы мишки я пришила, то есть он теперь у нас сидит. И не забудьте самую последнюю деталь, это пришить хвостик. Все, мишка у нас связан, осталось его нарядить в красивую жилетку. Для жилета я выбрала пряжу Gazal Happy Fit, вот такой секционной окраски. Это вообще носочная пряжа в 100 граммах 330 метров. И спицы, 2 спицы нам нужны 2 миллиметра. Вы можете выбрать такую же пряжу, либо любую другую, какая у вас есть, подходящей под спицы 2 миллиметра. Вязать будем поворотными рядами. На спицы набираем 44 петли, любым удобным вам способом. Я буду таким набирать. Итак, набрали петли. Дальше здесь завязываем узелок. И первый ряд мы вяжем лицевыми. Первый мы снимаем и провязываем лицевыми. И так до конца ряда. В конце последнюю петлю провязываем изнаночной. Поворачиваем вязание. У нас получается это изнаночная сторона. И в изнаночной стороне мы провязываем изнаночными. Первую петлю мы снимаем и остальные провязываем изнаночными. И так до конца ряда. И таким образом вывязываем полотно, провязывая в лицевых рядах лицевыми, в изнаночных изнаночными. Нужно связать 8 сантиметров. Я связала 8 сантиметров полотна. Это получается у нас спинка. Теперь нам нужно разделить вязание на 3 части. Справа первая часть 15 петель, в середине будет 14 петель и третья часть тоже 15 петель. И отдельно будем вывязывать эту часть 15 петель, как правая полочка, и 15 петель левая полочка. Середину мы не провязываем, 14 петель. Сначала провязываем первые 15 петель лицевыми. Вот мы их сейчас провяжем. Раз, два. Теперь берем дополнительную спицу и вывязываем вот эту часть из 15 петель. Переворачиваем на изнаночную сторону и здесь вяжем изнаночными. Первую мы снимаем и провязываем изнаночными 15 петель.
переворачиваем на лицевую сторону и таким образом провязываем в лицевых рядах лицевыми, в изнаночных изнаночными, вывязывая также 8 сантиметров. Эти петли мы пока не трогаем. Я провязала 8 сантиметров. Теперь нам нужно вот эти 15 петель закрыть. Закончила я в изнаночном ряду вязать, и на лицевой стороне мы закрываем. Первую мы снимаем, дальше провязываем лицевой и протягиваем через снятую петлю. Снова лицевая, протягиваем через петлю. Снова лицевая, протягиваем. И так продолжаем до конца, пока не закроем все петли. Вот так должно получаться. Все, петли я закрыла, осталась последняя петля. Отрезаем нить и протягиваем через петлю эту нить и утягиваем. Все, одну полочку мы связали. Теперь переходим на среднюю часть. Вот сюда нужно с изнаночной стороны будет привязать снова нить. Все, нить я присоединила, и теперь петли средней части, у нас их 14, также нам нужно будет закрыть, как мы закрывали полочку. Первую я снимаю, провязываю лицевую и протягиваю через снятую. Дальше провязываем лицевой и протягиваем через петлю. И так все петли средней части закрываем. Вот я закрыл среднюю часть. Здесь осталась одна петля. На этой спице должно быть 14 петель. И теперь мы их провязываем лицевыми. Все провязали, переворачиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны продолжаем вязать изнаночными и вывязываем также полочку длиной 8 сантиметров. В лицевых лицевыми, в изнаночных изнаночными. Так, я провязала вторую полочку, тоже 8 сантиметров, закончила изнаночным рядом. И в лицевом ряду мы также закрываем петли, как и с другой полочкой делали. Все, жилетка у нас связана. Осталось последнее, это прошить боковые части, вывернуть на изнаночную сторону и снизу вверх с одной стороны прошить 2 сантиметра и с другой стороны прошить 2 сантиметра. Итак, наша жилетка готова. Вот здесь я ее прошила с одной стороны и с другой стороны. И осталось нам ее примерить на нашем мишке. Итак, надеваем. Вот так она выглядит будет сзади и так спереди. И последняя деталь, которую я хотела бы добавить, это пришить к нашей жилетке вот такую пуговицу. Возможно, сделаю петельку, чтобы жилетка застегивалась. Вы тоже можете пришить пуговицу или оставить так. Это уже на ваше усмотрение. Итак, вот я пришила пуговицу к жилетке и решила вам показать, как сделать петельку к ней, если вдруг вы решите тоже пришить пуговицу. Нужно с изнанки привязать нить, из которой мы вязали жилетку, и при помощи крючка нужно провязать воздушные петли. Вот я их уже провязала на нужную мне длину. И дальше мы при помощи крючка также соединяем начало нашу петлю. То есть вот так. И здесь мы ее закрепляем. Вот такая петелька получается.